Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим красивый торт без выпечки с цветами. Нежный клубничный слой, оригинальность и несложное приготовление – все это сразу в одном торте. В сезон клубники очень рекомендую приготовить такой десерт. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим основу для торта. 400 грамм песочного печенья ломаем и кладем в измельчитель. Измельчаем до мелкой крошки. Так как измельчитель у меня небольшой, я измельчала в 2 подхода. Всю крошку пересыпаем в миску. В сотейник кладем 250 грамм сливочного масла. Ставим на огонь. Как только масло растопилось, снимаем его с огня. Перегревать масло не нужно. Растопленное масло наливаем в миску с подготовленной крошкой. Все перемешиваем до однородности. Берем квадратную форму и дно застилаем пергаментной бумагой. По бокам формы ставим ацетатную пленку. Размер моей формы 23 на 23 сантиметра. Всю крошку с маслом перекладываем в форму. Формируем основу торта, разравнивая и утрамбовывая все ложкой. Должна получиться ровная поверхность примерно одинаковой толщины. Все ставим в холодильник, чтобы основа застыла. Готовим клубнично-йогуртовый мусс. В мисочку насыпаем 50 грамм желатина и наливаем 150 мл воды. Все перемешиваем и оставляем на 10-15 минут набухать желатин. В миску кладем 1 кг уже вымытой клубники без хвостиков. Насыпаем 200 грамм сахара. Все взбиваем погруженным блендером до однородности. Также клубнику можно измельчить в чаше блендера. Ко взбитой клубнике наливаем 600 мл несладкого йогурта без добавок. Все перемешиваем. Желатин уже набух. Нагреваем его в микроволновке примерно до 50-60 градусов. Распущенный и нагретый желатин вливаем в клубнично-йогуртовую смесь. Вливаем небольшими порциями, каждый раз перемешивая. Чтобы масса быстро не застывала, клубника и йогурт должны быть комнатной температуры. Приготовленный мусс выливаем на уже застывшую основу для торта. Все ставим в холодильник застывать. Пока застывает мусс, подготовим желе. В миску насыпаем 1 90-граммовый пакетик клубничного желе, который рассчитан на 400 мл воды, и наливаем к нему не 400, а 250 мл горячей воды. Все перемешиваем до полного растворения желе. Когда все растворится, выливаем желе в подготовленную плоскую емкость. Ставим в холодильник остывать. Точно так же готовим желе с лесными ягодами. Насыпаем 1 пакетик желе и наливаем 250 мл горячей воды. Перемешиваем до полного растворения желатина. Желе наливаем в плоскую емкость и ставим в холодильник застывать. В мисочку насыпаем 12 грамм желатина и наливаем 50 мл воды. Перемешиваем и оставляем набухать желатин на 10 минут. Берем 250 мл молока и насыпаем в него 1 столовую ложку сахара. Перемешиваем. Желатин уже набух. Распускаем его в микроволновке или на маленьком огне, постоянно перемешивая. Распущенный желатин выливаем в молоко с сахаром. Все перемешиваем. Молоко должно быть комнатной температуры. Клубнично-йогуртовый слой уже застыл. Выливаем на него молоко с желатином, но не все, а примерно 150 мл. Молоко должно покрыть тонким слоем клубнично-йогуртовый мусс. Цветное желе уже застыло. Формочкой вырезаем из него цветочки. В голубом желе я вырезала 4 цветка, а в красном 5 цветков. Также с помощью небольшой круглой формочки в желейных цветах вырезаем серединки. Желейные цветы достаем из формы с помощью шпателя или ножа. Серединку из цветка вынимаем. Все цветы аккуратно выкладываем на торт, чередуя их в шахматном порядке. Также у меня на канале есть и другие, тоже очень вкусные и красивые торты с клубникой. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Серединки цветов меняем местами. Пространство между цветками аккуратно заливаем оставшимся молоком с желатином.
Если молоко с желатином застыло, то его нужно немного разогреть. Торт сначала оставляем на столе, чтобы желатин немного схватился, а затем ставим в холодильник застывать. Торт застыл. Вынимаем его из формы и переставляем на блюдо. Аккуратно снимаем ацетатную пленку. Готовый торт нарезаем порционными кусками и подаем на стол. Торт с цветами и клубнично-йогуртовым суфле получился красивым и очень вкусным. Готовится такой торт без выпечки, что сокращает время его приготовления. Такой торт отлично подходит для летних жарких дней. Если вам понравился рецепт такого клубничного торта без выпечки, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.